Салют, гайс! Это новый влог из Катара, но сегодняшний влог будет о Катаре. Меня зовут Никита, для тех, кто смотрит мой влог впервые. Друзья, я попрошу вас сходу поставить лайк и подписаться на мой канал. Вот такой вот процент подписчиков смотрит мои видео без подписки, это очень плохо. This is very bad. Друзья, что вам стоит подписаться на канал? Меня это мотивирует снимать для вас больше роликов, а вы не пропустите новое видео. Так что сегодняшнее видео будет о семье Альтани и вообще о том, куда они инвестируют, кто они такие. Их семья на самом деле покрыта большой тайной, так что заваривайте чаек, кофеек, включайте звук на максимум, погнали. Катар – это одна из самых богатых стран в мире по ВВП на душу населения. В среднем каждый местный житель зарабатывает в год около 86 тысяч долларов. Если обычный житель может позволить себе высокий уровень жизни, то можно только догадываться, какой жизнью живет королевская семья. Давайте сперва поговорим немного о Катаре. Катар – это маленькая страна на Ближнем Востоке. Ее площадь составляет около 12 тысяч квадратных километров. Ее столица Доха была рыбацкой столицей. Этот город был также популярной остановкой для торговцев, которые транспортировали товары из Индии и Китая. После Первой мировой войны страна была под защитой Великобритании и получила независимость только в 1971 году. Страна разделяет границу с Саудовской Аравией, но большая часть территории окружена морем. Климат очень сухой, только 5% земли используется для сельского хозяйства. Страна управляется семьей Альтани, которая является одной из самых могущественных семей, которых я только знаю. Они обосновались в Катаре в 18 веке и насчитывают более 8 тысяч членов. Они обладают коллективным богатством на сумму более 335 миллиардов долларов. Семья состоит из 4 основных кланов – Бани Касим, Бани Ахмед, Бани Джабер и Бани Тамер. Всего было 4 основных передачи власти. Нынешний эмир Катара, Тамим бин Хамад Аль-Тани, является последователем своего отца Хамада бин Халифа Аль-Тани, который управлял Катаром с 1995 по 2013 года. Должность должен был занять его брат Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани, но ему это было неинтересно. К тому же в 2003 году он отошел от позиции королевского принца. Он отправил письмо своему отцу и сказал, что не хочет восходить на трон. Сейчас он проживает счастливую жизнь со своей женой шейхом Бутейном бин Хамад Аль-Тани и его детьми. Хамад Аль-Тани родился в январе 1952 года, сейчас ему 72 года. У него 3 жены и 24 ребенка. И да, вы все услышали правильно, 11 сыновей и 13 дочерей. Нынешний эмир – сын его второй жены, шейх Моза бин Насер Аль-Миснет. До передачи своего трона он многое сделал для экономики и развития страны. В 2005 году он основал инвестиционный фонд Катара и инвестировал более 100 миллиардов долларов в экономику. Вот список того, куда вложил этот фонд. Во-первых, это Хэрротс, самый люксовый центр в Лондоне. В нем шопились многие знаменитости, такие как Елизавета II, принц Уэльский. Там даже присутствует дресс-код. Вам не позволят войти, если на вас будут короткие шорты, шлепки, бикини или очень развратная одежда. Ну что ж, достаточно о Хэрротс. QA владеет принтом в Париже. Этот магазин распахнул свои двери в 1865 году и имеет большое историческое значение. Это один из самых лучших мест в сфере фэшн и люкса. Помимо торговых центров, они также инвестируют в ПСЖ, французский футбольный клуб. У них есть часть акций Porsche, Miramax, 100 миллионов инвестиций в Charing Group, 1% акций LVMH, 6% Credit Suisse, 16,6% Barclays и многое другое. Катар также владеет большим количеством недвижимости в Лондоне. Давайте взглянем на некоторые из них. В Лондоне они владеют самым высоким зданием The Shard. Оно считается иконой современного Лондона. Это как целый город, в котором люди могут жить, работать и отдыхать. Там можно найти офисы, рестораны, квартиры, отели мирового уровня. Там также находится самая высокая смотровая площадка в Англии. Катар также владеет отелем Intercontinental Park Lake в Лондоне. Этот 5-звездочный отель
очень экстравагантное и суперкомфортное место. Я знал очень интересный факт об этом месте. Отель расположен на той же стороне, что и резиденция 145 Пикадилли, которая была разрушена во время войны. В период с 68 по 75 года Фредерик Гебер начал реконструкцию отеля. Да, Катар любит покупать все историческое. Катар владеет Олимпийской деревней в Лондоне. Они купили ее в 2011 году за рекордные 557 миллионов фунтов. В настоящее время это обычный жилой комплекс, который содержит более 3000 домов. Помимо недвижки в Лондоне, они также владеют недвижимостью в Каннах. Такие отели, как Majestic Отель, невероятное место для отдыха со своим частным пляжем и невероятными номерами с видами, от которых дух захватывает. Они также владеют отелями Мартинес и отелем Карлтон. Во время правления Хамада было заключено немало дипломатических соглашений и произошло множество событий в Катаре. Азиатские игры 2006 года, конференция по климату в 2012 году. Его режим по праву можно назвать авторитарным. В стране нет никакой свободы слова и оппозиции. Во время его правления на территории Катара основались 2 военные базы США. Он также стоял у истоков создания медиагруппы Аль-Джазира. Можно сказать, что он создал хороший фундамент для будущего правления своего сына. С тех пор, как Тамим Аль-Тани взял на себя правление, он начал работать над международным имиджем и узнаваемостью Катара. Одним из главных путей, которыми помогли ему этого достичь, является организация мировых спортивных событий в Катаре. О нем говорят как о лучшей фигуре в мире спорта в настоящее время. Страна недавно провела чемпионат мира по футболу в 2022 году. На него было потрачено более 200 миллиардов долларов, включая не только строительство стадионов, но и инфраструктуру Катара в целом. Эмир имеет высшее образование, которое он получал в США. Он также проходил военную службу, был в летних лагерях Франции, Монако, Алжира и Англии. Многие задали вопросы, откуда у него было время на учебу. Один профессор отметил, что когда первый раз он сдавал контрольную работу, у него на руках засветились дорогущие часы Rolex. Это создало некий скептицизм по поводу его образования. Однако нет сомнений, что он работал весьма и весьма усердно. Он является очень значимой фигурой не только в Катаре, но и в целом на политической мировой арене. Помните, как я вам сказал, сколько они инвестировали вдали от дома? Это не значит, что семья не инвестировала в комфорт и люкс в своей стране. Некоторые ресурсы говорят, что мир строит дворец в горах Омана, который находится в 2000 метрах над уровнем моря с видом на каньон. Компания, занимающаяся строительством, это GET – General Engineering Technologies. У мира также есть огромная резиденция в Маскате, рядом с пляжем. Можно догадаться, что эти ребята очень любят море. Резиденция супер люксовая, супер private. В интернете очень сложно найти фото интерьера. Вокруг очень много пальм. Это просто другой уровень люкса. Вы такого никогда не видели. Конечно же, большое количество денег было в это инвестировано. В владениях Эмира есть яхта за 500 миллионов долларов, которая была сделана специально для него по личному заказу, длиной 404 метра, компанией Lorsen и дизайнерским домом March & White. Эта яхта – это произведение искусства, на ней есть все, что нужно. Можно сказать, что она, наверное, стоит каждого доллара. В ней умещается 36 гостей, 56 кру-мемберов, есть спа, есть барбекю, есть бассейны, клубы, бары, все, что вам пожелается. Она очень просторная, в ней очень много натурального света. Так же, как в случае с недвижимостью, фото того, как выглядит яхта внутри, я не нашел, но судя по ее размерам и масштабу и цене, можно предположить, что это просто невероятный люкс. Есть информация о том, что эта яхта на 1 метр короче яхты Катара. Это яхта его отца, Хамада. Она на 100 миллионов долларов дешевле, но она также была сделана по индивидуальному заказу. На ней есть абсолютно все, что нужно для жизни. На ней можно жить хоть круглый год. В нее помещаются 56 гостей и 85 членов экипажа. Она была сделана по заказу Альберто Пинта. Большая часть жизни семьи Аль-Тани покрыта тайной, но вот есть информация о шейхе Калифа бин Хамад бин Халифа Аль-Тани, который вел, скажем так, не совсем
ту жизнь, которую хотелось бы королевской семье. Он учился в Калифорнийском университете. Доходило до того, что он прилетал на лекции на частном самолете, жил в Беверли, Уилтшир, катался на люксовых автомобилях, Бугатти, Ламборгини, Феррари. Он тратил огромные деньги в казино. За 6 недель, по некоторым источникам, он потратил в казино $300 тысяч. Представьте, за 6 недель $300 тысяч просто спустил в казино. Во время его нахождения в США он сблизился с некоторыми звездами, например, со Скоттом Дисиком, который сыграл главную роль в сериале «В ногу с семейством Кардашьян». Вся эта развлекуха не означала, что он не добился никаких успехов в учебе. Когда он вернулся в Катар, он присоединился к Совету Безопасности и закончил обучение уже дистанционно. Еще один интересный факт, который я узнал о семье Аль-Тани, так это то, что они очень интересуются разными артефактами. Дочь Хамада, Аль-Маиса бин Хамад бин Халифа Аль-Тани, глава Катарского музейного ведомства. Ее описывают как самую влиятельную женщину в мире искусства сегодня. В 2012 году Forbes отметил ее как одну из самых влиятельных женщин в мире. Ежегодный бюджет для Катарского музейного ведомства $250 миллионов. Они скупали разные артефакты и произведения искусства на протяжении 20 лет. Их коллекция включает в себя находки со всего мира, редчайшие книги, ювелирные изделия и старинную французскую мебель 18 века и многое другое. Дома, люксовые яхты, частные джеты – эта королевская семья имеет это все.